воспринимаешь себя по-другому. Что творит с людьми реконструктивная медицина? И на второй день на велосипеде ко мне подъехал парень и подарил мне розу. У меня эта роза сейчас стоит в вазочке. Он говорит: я тебя видел вчера, сегодня ты каждый день ходишь, ты прекрасна, ты великолепна, и ты будешь еще лучше. Когда речь заходит о подтяжке лица, я часто слышу одни и те же вопросы. А не изменюсь ли я до неузнаваемости? А узнают ли меня мои знакомые? А не буду ли я выглядеть как Людмила Гурченко? Конечно, это нормально, что эти страхи присутствуют всегда при консультациях о подтяжках лица. Ведь в основном пациенты не хотят измениться до неузнаваемости. Они просто хотят чуть-чуть вернуть время вспять. В чем мы им, конечно же, и помогаем. Сегодня хочу вам показать один из этих примеров. Нашей героине 41 год, и она решилась на подтяжку Temporal Facelift, эндоскопическую подтяжку средней трети лица с бровями. В рамках этой операции доктор делает швы в волосистой части головы. Таким образом, она незаметна для окружающих, не такая радикальная, как классическая подтяжка лица, но при этом помогает вернуть свежесть и молодость. А в конце видео я покажу результат пациентки через несколько месяцев. Приветики всем! Мы не виделись целый год, и вот я снова здесь. Быстро собралась, скажу честно, буквально через 3-4 месяца после моей ринопластики. Хотела совместить все вместе, но так как доктора разные, и нужно было, наверное, все-таки морально еще созреть к этому, ко всему. Все была мысль: разберусь с носом, буду дальше что-нибудь себе делать. Это же всегда одно делаешь, уже надо следующее другое что-то делать. По реабилитации, для всех тех, кто будет сомневаться, вообще никаких сомнений, она абсолютно не напряжная. Напряжная только то, что это спать ровной головой, нельзя там на бочок ложиться, возвышенная подушка, но это привыкается за первый месяц. На спорт я вернулась где-то месяца через 2, такой лайтовый, без всяких утяжелений. 3-4 месяца я уже вернулась к обычным весам, к которой я привыкла, и к тем же тренировкам, прыжкам, наверное, месяца через 4. Вот так мастерски все сделано. Я все думала, открытая ринопластика, это же будет, наверное, шов на Колумеле. Думаю, он же, наверное, видит, как это будет. Были такие сомнения. Ничего, заживает. Более того, со мной девочка, которая делала, моя коллега, подружка. У нее тоже была такая сложная вторичная ринопластика. Вообще никаких швов не видно. То есть звездочка, носик красивенький. Сейчас уже к ней молодые люди такие 20-25 подходят, она смеется, говорит: они мне в сыновья годятся, они, ну вот, как нос меняет профиль, а где-то и жизнь. Это операция Brow Temporal Lift, которая все, я думала, последние лет 5-7. Так вот, завяжешь в ванне полотенце после, как волосы помнишь, и так лицо хоп вверх. И я такая думаю, блин, надо, чтобы вот так оно осталось. Это как? Ботоксом это не сделаешь. Он другой эффект, и мышцы и так далее. Это только операбельно. Прошло 3 месяца после операции. Я думаю, я буду бронировать себе место. Я сделаю это сейчас. Потому что, когда мы долго думаем, мы откладываем. Ну да, я там сделаю, да, я там сделаю. А жизнь слишком коротка. И жить надо сегодня и сейчас. И я записалась через 3-4 месяца после операции буквально. Я всегда говорила, что нос это лор врачи, отоларингологи должны быть. Лицо это другие, это мягкие ткани, это бьютификация, это понимание красоты у самого доктора. Мне предложили его, я его видела на сайте, я видела его в Инстаграме, просто более подробно о нем изучила отзывы, ну и дала согласие. Откликнулась душой, что подходит, думаю. Причем он сам такой красавчик, у него есть понимание красоты. Всем привет! У меня сегодня ровно неделя после моей пластической операции. Подтяжка бровей и подтяжка средней трети. Вот сегодня ровно неделя. Показываю, как есть. Ничего не трогала, только личико умывала аккуратненько. Операция была днем, неделю назад. К вечеру я пришла в себя. Скажу сразу, от наркоза не было отходника вообще. Не морозило, не тошнило, ничего не кружилось. Вышла и вышла. Единственное, что чувствую такое сильное натяжение и ощущение, что скальп, что-то там с ним происходит, это чувствовала сразу. Это боль терпимая. То есть она
Первые сутки приглушается хорошо, потому что стоит катетер. Делают хорошее обезболивающее, поэтому нормально. Вторые сутки уже таблетированная, когда возвращаетесь в отель, она чуть сильнее, но идешь на прогулку, отвлекаешься и забываешь. И видно, таблетки работают. Там в день операции вечером побаливала, следующий день чувствовалась боль. И на третий день, третье утро, получается, все, ее не было. Было только отекла переносица, нижние веки, верхние нет. Четвертый день добавился вот надбровные дуги, как бы такое припухлость на лбу. Отек держался где-то сутки, но помогают прогулки. То есть ходишь, гуляешь, к вечеру пришла, уже лоб этого нет, щеки нет, чуть-чуть переносится, наверное, дня 2 постояла и все. В плане крови, жидкостей, сукровицы ничего этого не было. Вообще этого ничего нет, ничего не течет, ничего, поэтому нормально. Спать на спине, чуть-чуть я так просыпалась, не прям там на щеке, чуть-чуть поворачивалась, но боли нет, поэтому хочется повернуться на бок, просто ты понимаешь, что у тебя там оперированная часть, и ложиться нельзя, это единственное ограничение. Что было нельзя, так это точно, на неделю настраиваетесь, что вы будете кушать такую мягкую, жидкую пищу, то что твердого не покушаешь, вот эти мышцы, которые за жевание отвечают, естественно, твердого ничего не укусишь. Ну и все. Гуляя в Стамбуле, ты такой же, как и все после пересадки волос, ринопластика. 2 девочек я видела с полной подтяжкой лица, блефаропластикой ходили. Вот. Ходили спокойно, гуляли, мерили платье, так что все нормально. Я такая же, тоже ходила в шопинг, одежду отвлекала. И все nice, beautiful, там, Сургери, твоя красивая операция, ты там красивая, то есть ты ходишь, тебе еще говорят комплименты, и ты понимаешь, что, наверное, все это не зря было сделано. Даже на первом этапе. Но я скажу, самый огонь, который у меня случился это какой 5-й день был, я каждое утро хожу там на набережной. До завтрака встаю, одеваюсь, часик похожу, потом прихожу и на завтрак. И на 2-й день на велосипеде ко мне подъехал парень и подарил мне розу. У меня эта роза сейчас стоит в вазочке. Он говорит, я тебя видел вчера, сегодня ты каждый день ходишь, ты прекрасна, ты великолепна, и ты будешь еще лучше. Это роза не сорванная с клумбы, это роза, которую он, наверное, откуда-то привез. Я не знаю, я думаю, может быть, это в комплект входит, то есть знают, где у меня отель, думают, у меня была такая мысль, думаю, наверное, это all-inclusive турецкий, думаю, нет, это все-таки, наверное, обстоятельства. Поэтому всем тем, кто планирует эту операцию, делайте, не сомневайтесь, она абсолютно терпимо, комфортно, все. Я, конечно, жду результат, я обязательно приеду через 3 или через 6 месяцев. Есть такой план, так что мы снимем повторно, посмотрим динамики. Максимум через год. Поэтому и нос еще раз увидите, и вот эту всю красоту. И самый последний совет, который дам для всех. Если вы планируете свою действительно пластическую операцию, улучшайте тело, лицо, это не имеет значения. Чем вы моложе, тем лучше. У организма есть потенциал, здоровье и силы для восстановления и реабилитации. Чем вы моложе, тем быстрее это все происходит. Не оттягивайте, не откладывайте на несколько лет. Если женщины используют филлеры для контурной пластики лица, со временем у них могут появиться небольшие уплотнения и рубцы. Когда мы накладываем швы на глубокие структуры мышц, это может вызвать появление ямочек. Наша пациентка на постоянной основе использовала филлеры для подтяжки лица. Поэтому, чтобы избежать неровностей, я использовал липофилинг из ее собственного жира.
По медицинским показаниям ничего делать не нужно, но если пациентка хочет, я могу наложить небольшую повязку. Можно немножко прикрыть. А через сколько мне их снять? На самом деле, когда хочешь, тогда и снимешь. Нет необходимости особо их и сейчас, говорит, просто, чтобы оно тебя не смущало. Да, пока я привыкну к этому. Я советую делать массаж несколько раз в день, легкими, поглаживающими движениями, всегда по направлению вверх. Понятно. Все, спасибо. Воспринимаешь себя по-другому. Какое-то другое самоощущение даже. Что творит с людьми реконструктивная медицина? Как вы видите, пациентка сохранила свою индивидуальность, но за счет нужной ей подтяжки в нужной зоне она стала выглядеть чуть-чуть моложе и свежее. Это как раз та операция и для тех, у кого есть проблемы в средней трети лица, и им еще не требуется каких-либо кардинальных изменений. А если вы задумываетесь о подтяжке лица, но не знаете, какой метод подтяжки лица вам нужен и какая вообще операция, напишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram, наши медицинские консультанты с удовольствием проконсультируют вас. Также переходите в наш Instagram Пластика Global Medic, где есть большое количество работ, в том числе подтяжек лица. И вот здесь мы как раз будем отслеживать результаты нашей пациентки. А с вами была Таня Великородная. Увидимся на этом канале. Пока!